Привет! И ты снова на канале IT User Help. В этом видео я покажу, как отключить автообновление в операционной системе Windows 10. Автообновление и автоустановку обновлений на ваш компьютер в операционной системе Windows 10. И прежде чем мы приступим к отключению проверки автообновления в Windows 10, я хочу сказать, что отключать обновления крайне не рекомендуется, и я тоже придерживаюсь этого мнения, что нужно устанавливать самые последние обновления, тем более если Windows продолжает поддерживать операционную систему, так как во время обновлений закрываются многие дыры и уязвимости для вредоносного ПО, мошенников и прочие недостатки, которые были не замечены ранее. Поэтому крайне рекомендую не отключать обновления, а по крайней мере сделать ручную загрузку. В крайнем случае загружать вручную обновление и устанавливать. Об этом тоже сегодня вы узнаете в видео, как сделать, чтобы Windows просто вас уведомляла, что есть новые обновления, но сама их не устанавливала автоматически. То есть, чтобы вы сами выбирали удобное время. К тому же в настройках есть возможность установить время, когда Windows не будет устанавливать обновления. Итак, чтобы отключить автообновление, мы сегодня рассмотрим два способа. Первый способ наиболее простой, но он не затрагивает абсолютно всех обновлений, а только большую часть из них. И заключается он в том, что в настройках, если мы перейдем в параметры, далее перейдем в сети интернет, перейдем в Wi-Fi. Этот способ работает только если вы используете в качестве интернет-соединения Wi-Fi либо сим-карту, мобильный интернет. Вот, если для вас это подходит, то вы выбираете ту сеть, с которой вы постоянно сидите в интернете, нажимаете на нее и устанавливаете, как задать, как лимитированное подключение. Но лимит вы можете устанавливать не так максимальный, который вы никогда не израсходуете. То есть у вас по сути будет безлимитное подключение, но Windows будет видеть это как лимитное подключение и не будет устанавливать большую часть обновлений. Это самый простой способ не устанавливать обновления. Второй способ будет касаться редактора реестра. Там в принципе тоже все очень просто, поэтому давайте сразу и приступим к этому способу. Для этого в поисковой строке нажимаем на клавиатуре Windows плюс английскую R, клавишу Windows на клавиатуре и английскую R. И вводим в то появившееся окно, которое у вас появилось английскими символами regedit. Нажимаем ОК. Нажимаем «Да». Нажали «Да». Это у нас редактор реестра. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в реестре, нужно создать резервную копию реестра. Для этого мы перейдем в «Файл», «Экспорт». Придумываем какое-нибудь название для нашего файла реестра, например, сегодняшнюю дату. И нажимаем «Сохранить». Выбираем место, куда сохранить, например, рабочий стол. И нажимаем «Сохранить». Это займет некоторое время, так как реестр имеет много файлов. Они небольшого размера, но их много. Поэтому это займет некоторое время, меньше минуты. Все, после того, как мы сохранили реестр, мы сможем приступить к изменению нашего реестра. А в будущем, если вам потребуется восстановить реестр до того состояния, в котором есть он сейчас, на то время, как вы
сделали резервную копию, вы зайдете также в файл и вместо экспорта нажмете импорт и выберите тот файл, найдете ту папку, где вы сохранили, и этот реестр, выберите этот файл реестра сохраненный. Вот он появился, такой файл, это резервная копия реестра. Лучше его куда-нибудь сохранить на флеш-карту, на внешний носитель, либо в облако. Итак, приступим. После того, как мы все сделали, приступаем. Нам нужно перейти по адресу HLocalMachine. Открываем, на вот этот треугольничек раскрываем. Раскрыли. Далее выбираем Software, раскрываем. Далее ищем Policies. Раскрываем Policies. Выбираем Microsoft, раскрываем. И левой кнопкой выделяем нашу папку Windows. Далее нажимаем правой кнопкой мыши «Создать раздел». Мы создаем новую подпапку в папке Windows. И задаем название. Здесь очень внимательно нужно написать символ в символ, как вы видите сейчас на экране. Windows, там где большие символы, должны быть большие. Windows Update. Мы создали раздел Windows Update. Далее. В этой папке нам нужно создать еще один раздел. Также нажимаем левой кнопкой мыши, выделили эту папку, правой кнопкой мыши «Создать раздел». И этот раздел мы называем с большими буквами АУ. Два символа АУ с большими буквами. Все, сделали. Теперь у нас что получилось? Папка Windows, в ней папка Windows Update и в ней папка AU. Далее мы выбираем эту папку левой кнопкой мыши, а правой кнопкой мыши мы создаем параметр dword 32 бита. И задаем ему название точно так же, как видите на экране, символ в символ, там где должны быть большие, ставите большие символы. No auto update. No auto update. По свободному месту кликаем, мы создали файл. Далее два раза нажимаем, и здесь у нас есть варианты, два значения установить: 0 либо единицу. Если мы устанавливаем единицу, то мы полностью отключаем проверку автообновлений Windows и установку автообновлений, без даже не будет Windows предупреждать и какие-то сообщения вам выводить о том, что доступны новые обновления. Это если мы устанавливаем значение 1. Если устанавливаем значение 0, то Windows будет также автоматически скачивать и устанавливать обновления. В нашем случае, чтобы отключить, мы должны установить 0 и нажать ОК. Я у себя не буду отключать, это я создал только для обучающих целей. В вашем случае, если вы захотите включить автообновление, устанавливайте значение единицу. Далее, это один из вариантов. Другой вариант можно сделать так, чтобы Windows сама не проверяла и не устанавливала обновления, а чтобы давала вам возможность выбрать, когда устанавливать. То есть она будет уведомлять о том, что есть новое обновление, будет спрашивать, установить или нет сейчас. Для этого нам не нужна вот эта папка, нам нужен этот AU. Все то же самое, та же папка Windows, открываем, в ней создаем папку Windows Update, в ней под папку AU с большой буквы, только вместо файла No Auto Update мы создаем, также здесь на AU клацаем, правой кнопкой мыши «Создать»,
параметр dword 32 бита и задаем название не no auto update, как мы только что делали, а a u o, это с большими буквами, и далее маленькими. Options, au options. И также два раза клацаем по нему, чтобы открыть. Здесь мы можем установить значение 0, 2, 3, 4, 5. 0. Если мы установим 0, то у нас будет уведомление о загрузке установки. Если мы установим 2, то Windows нас будет всегда уведомлять о том, что доступны новые обновления, и спрашивать, установить ли их сейчас. Если мы установим значение 3, то это будет у нас работать автозагрузка и уведомления об установке. Если установим 4, то это автозагрузка и установка по расписанию. А если установим значение 5, то мы разрешаем локальному администратору выбирать параметр самостоятельно. И нажимаем ОК после того, как выбрали нужное значение. Итак, есть. Еще один момент, что если вы используете 64-битную если вы используете 64-битную операционную систему Windows, а посмотреть это можно, как вы сейчас видели, в поиске. Пишите панель управления, заходите в панель управления, далее система и безопасность, система. И здесь вы сможете увидеть, какая у вас операционная система установлена. Так вот, в случае, если у вас установлена 64-разрядная Windows операционная система, то вам нужно сделать те же самые изменения, которые мы сделали в этой папке Windows. То есть мы в этой папке создали раз папку, два папку и файл внутри этого. То же самое вам нужно сделать по другому адресу. Не H Local Machine Software Policies Microsoft Windows Update, а в другом. А нам нужно будет выбрать также H Local Machine, далее Software, также и далее не Policies, как мы в первом варианте, а после Software мы ищем папки Software, мы ищем папку WoW6432. Вот она, эта папка, раскрываем ее. В ней ищем папку Policies, раскрываем, далее Microsoft, раскрываем, папка Windows, раскрываем, и уже в этой папке мы также делаем те же изменения, которые делали в папке H Local Machine Software Policies Microsoft Windows, то есть в предыдущем, то, что я указал в предыдущем варианте. На этом все. Еще раз хочу уточнить, сказать, что лучше не отключать обновление полностью. Самый лучший вариант, самый безопасный, это все-таки когда скачивается, устанавливается автоматически обновление, так как вы получите самую свежую версию обновлений быстрее всех, так сказать. Но в крайнем случае можно установить параметр в двойку, и тогда Windows будет всегда проверять, но спрашивать вас об установке. То есть вы не получится такого, что Windows будет обновляться в неподходящий для вас момент. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам интересно еще такой вопрос, как отключить установку обновлений, если уже началась установка, то пишите в комментариях, об этом тоже есть информация. На этом все, пока. Ну да, и самый последний шаг, выходим из реестра.